Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Мы добрались до Аокигахары, лес, который еще называют лесом самоубийц. Сегодня мы по нему немного пройдемся, я покажу, что он из себя представляет, является ли это чем-то таким вот мрачным, ассоциирующимся только с самоубийствами, либо это лес, как просто обычный лес. Я думаю, вы сами сможете сложить свое мнение. Ну что ж, давайте изучим, что такое лес Аокигахара. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот в моем представлении Аокигахара это такое немного мрачное место. Ну, такая вот за ним закрепилась слава. Сюда приходят люди расстаться с жизнью, здесь плохо работают мобильные устройства, плохо ловят связь, ну и вообще темно, мрачно и как-то вот печально все, депрессия и грусть. Но приехав сюда, я понимаю, что это хороший, красивый лес. Сюда приезжает очень много японцев, чтобы походить по тропинкам, посмотреть вокруг, полюбоваться природой. Здесь есть несколько пещер, в которые можно сходить, посетить, все посмотреть. Очень много японцев приезжают с детьми. И, конечно же, представление совершенно поменялось. Но, опять же, наверное, если пойти глубоко в лес, то там много деревьев, свет, наверное, практически не пробивается. И там, конечно, представление о лесе будет совершенно другое. Но я хотел бы спросить у вас, какое у вас вообще представление о Аокигахаре? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И этим видео я надеюсь, что смогу частично изменить его, либо подтвердить. Я хочу, чтобы у вас сложилось правильное представление об этом месте, потому что в основном люди сюда приезжают, чтобы сфотографировать или заснять видео о том, как вот в Аокигахаре японцы приезжают, чтобы расстаться с жизнью, пытаются найти скелеты там какие-то, либо вещи людей, которые пришли сюда совершить самоубийство и так далее. И в основном у них только такая тема. Я же хочу показать с нескольких сторон, как и место, что это лес самоубийц, также и с другой стороны, что это хорошее место, куда можно приехать любому туристу в Японию, посетить, чтобы посмотреть на японскую природу, да и вообще здесь действительно здорово. Давайте посмотрим. До Аокигахары можно добраться на автобусе от станции Кавагучику, куда вы, скорее всего, приедете на поезде. Вам нужно будет доехать до остановки Фукецу, что значит ветряная пещера. Ехать примерно 50 минут. В лесу Аокигахара очень много мест, куда лучше не ходить. И различные проходы в лес, либо какие-то дорожки перекрыты указателями, сюда лучше не входить. Вот видите, вот, например, такой, здесь написано Тачири Кинши по-японски и No Entry, не входить. Потому что люди, которые пойдут до пещеры, могут ошибиться и зайти вот сюда и уйти прям глубоко куда-то в лес. И не выбраться, возможно. Если же немного говорить об отношении японцев к лесу Аокигахара, то они делятся на несколько таких лагерей. Некоторые японцы вообще никогда ничего не слышали про лес Аокигахара. Другие же слышали, что здесь бывают иногда какие-то, может быть, случаи, инциденты и так далее. А есть люди, которые вот любят всю эту тему, какую-то мистику, загадочность и так далее, и приезжают сюда, фотографируют просто обычные деревья, выкладывают фотографии, а потом стрелочками указывают, что вот посмотрите, если приглядеться, в этом дереве можно увидеть лицо какой-то девушки, либо человека. Это, наверное, призрак. И наводят такую мистику, нагоняют ее. И есть такие, действительно, если в интернете поискать, прям люди, которые целые паблики занимаются вот выискиванием вот таких вот лиц, каких-то фотографиях. Не обязательно, конечно, из Аокигахары, но Аокигахара одно из мест, где это делают. Если приедете сюда в Аокигахару, то, прогуливаясь здесь, будьте немного аккуратней, потому что я ходил снимать деревья, и у меня нога провалилась чуть ли не по щиколотку вот посюда. И, как вы видите, вот я и землей тоже испачкался, поэтому будьте аккуратнее. Иногда на этом 25-минутном маршруте от одной пещеры до другой встречаются вот такие вот лавочки, на которых можно отдохнуть. Как вы видите, они под стать лесу, уже захваченные природой. Если их потрогать, то они такие липкие, мокрые, поэтому садиться на них, наверное, не стоит. В принципе, если вам лень идти вот эти 25 минут по лесу от одной пещеры до другой, то вы можете доехать на машине, там буквально 5 минут. Иногда такси подъезжают, либо если у вас своя, арендованная, или подвезет вас кто-то, то ехать буквально 5 минут. Вы просто от одной до другой по-быстрому доберетесь. Но я лично вам советую все-таки дойти пешком,
потому что очень красиво здесь прогуляться, тем более идти довольно просто, здесь нет таких вот прям холмов каких-то или что-то такое. Иногда, конечно, земля состоит из камней, нужно аккуратно идти, но в целом очень приятно прогуляться. При входе в лес Аокигахара есть вот такая вот надпись. Здесь написано, что жизнь – это вещь, полученная от родителей. И нужно еще раз подумать о своих родителях, братьях, сестрах, о детях. И не страдать одному, а посоветоваться. И здесь есть телефон. Как вы знаете, лес Аокигахара, его также называют лес самоубийц, потому что сюда очень много людей приходят, чтобы расстаться со своей жизнью. Они заходят сначала на туристические вот такие вот тропинки, и дальше уже ответвляются куда-то в лес. Некоторые не находят вообще никогда, некоторых находят через какое-то время. Есть специальные поисковые отряды, которые ходят по лесу и время от времени ищут вот людей, которые решили расстаться здесь со своей жизнью. Такая надпись есть не только здесь, она и с этой стороны входа, около другой пещеры тоже есть. Ну и иногда ее в лесу тоже можно встретить. Прогуливаясь по лесу Аокигахара, иногда можно встретить вот такую вот кору. Как видите, она пустая, внутри ничего нет. Лично мне такие вещи очень нравятся. Деревья, покрытые мхом, камни, покрытые мхом. Видно, что этому всему очень много лет. Чувствуется такая старина и власть, сила природы. Я сделал много фотографий, с вами ими тоже поделюсь, как в своем инстаграме, так и в группу выложу. Может, получится сделать хорошую фотографию на рабочий стол, если ее красиво отредактировать. Обязательно этим поделюсь. Вот такая вот табличка прям в лесу, рядом с деревом. Правда, вдоль дороги. И здесь написано «Коно цукучи шизено цугино седани хейцугимашо», что переводится как «давайте передадим эту прекрасную природу следующим поколениям». Это говорит о том, что японцы действительно заботятся о природе. Пока я здесь гулял, я не встретил ни одной бумажки. Также иногда на деревьях есть надпись, что не разводите здесь костер. Все-таки японцы заботятся о природе. Я считаю, это очень здорово. Тем более, иногда на некоторых деревьях даже можно увидеть табличку, что это за дерево, чтобы понять. Прямо рядом с надписью того, что жизнь очень важна и нужно еще раз подумать, прежде чем что-то совершать, перевязана веревкой и написано, что дальше опасно и запрещено входить. Хотя, если так посмотреть, в целом выглядит как нормальная дорога. Возможно, раньше здесь даже был какой-то маршрут, потому что дорога довольно расчищенная. Но случаев очень много, поэтому всякие лишние проходы закрывают и часто контролируют все это дело. Прогуливаясь по этому лесу, здесь, конечно, встречается много людей, которые сюда приезжают. Японцы здесь ходят, просто гуляют, фотографируют с детьми за ручку и в целом просто как на природе. А когда встречаешь иностранцев, то половина из них ходит по лесу, как будто вот это только лес для самоубийц. То есть у них нету того, что это какая-то природа или просто лес какой-то. Все ходят такие бу-бу и друг друга пугают, выпрыгивают из-за веток, там шугают друг друга, как будто сейчас выскочит какое-то привидение. Все-таки немного печально, что за таким прекрасным местом, именно с точки зрения природы, закреплено только такое вот впечатление, такое вот значение. Но если по правде говорить вот насчет вот этой всей мистики, либо каких-то страшных моментов, связанных с этим лесом, я могу сказать вот лично то, что я заметил. В лесу вообще нет практически никакого звука, как будто вся живность вымерла. Вот остановитесь на секунду. Вообще ничего. Ни каких-то белочек, ни каких-то птиц там на заднем плане не кричит. Иногда можно услышать, где-то там кричит ворона, но она около кафе там. А вот когда по лесу гуляешь, вообще тишина. А вы еще подумайте, когда здесь потемнеет, здесь ни одного фонаря нету. И будет очень, я думаю, страшно. Сюда можно приходить только с большими такими вот фонарями, потому что, полная темнота будет. Вот это, конечно, немного странно. Но хотя в этом лесу водятся, например, медведи. И если пойти туда в кафе, то в кафе даже продается специальный такой колокольчик, который отпугивает медведей. Они не любят звук. Кстати, заметил, что здесь в лесу очень много различных грибов. Я уже пофоткал, наверное, видов 5. Я постараюсь приложить фотографии. Вот смотрите, тоже здесь какой-то гриб растет.
Я, к сожалению, в грибах не очень разбираюсь, не отличаю их в основном. Может быть, отличу только мухомор, потому что ну, он очень заметный такой. Поваленное дерево. И вот, если дальше вот пройти, смотрите, здесь уже другой вид какого-то гриба. Кто разбирается, можете сказать. Вот здесь вот тоже запрятаны под веточками грибы. И что такое? Я думаю, это гриб-трутовик. Микки, гриб-трутовик. Гриб-трутовик. Трутовик. Трутовик. Гриб-трутовик. Гриб-трутовик. Из-за того, что здесь такая местность, все-таки корни у деревьев очень странной формы. Вы можете сами посмотреть, они не пойми как переплетаются. Дерево как будто вообще пытается куда-то уйти. Оно повалилось, упало на другое дерево, но при этом продолжает расти. Выглядит это странно. И, наверное, вот эту всю мистическую атмосферу как раз добавляет то, что деревья очень непонятные, скрученные, поваленные местами и поросшие, конечно же, мохом. Если посмотреть всякие сказки, всякие лес чудовищ какие-нибудь там, лес, где живут ведьмы, обычно вот такие вот там деревья показывают во всяких вот фильмах. Поэтому, наверное, такое вот как раз впечатление от этого леса. Плюс добавляется сюда самоубийство. Ну что ж, друзья, это было видео из места под названием Аокигахара, которое еще называют лес самоубийц. Но надеюсь, что в этом видео я смог немного поменять ваше мнение и дать понять, что это не только мрачное место, которое ассоциируется с самоубийствами, но еще такое туристическое место, где много природы, куда можно приехать хоть одному, хоть и с детьми, погулять, расслабиться. Действительно хорошее, красивое место. Также надеюсь, что это видео вам понравилось. Впереди будет еще много всего интересного. Тем более из Аокигахары у меня несколько видео. Смотрите их обязательно на канале. Ну что ж, не забывайте подписываться на канал, на группу ВКонтакте, на мой инстаграм и до встречи в следующих видео. До свидания. Друзья, видео из Аокигахары удалось снять благодаря вашей поддержке. Я в группе ВКонтакте создал цель, которая была успешно завершена, что позволило снять ролики об этом лесе. Какой бы вы хотели увидеть следующую цель? Напишите, пожалуйста, в комментариях.